Всем привет! И мы продолжаем постройку скрэмблера Сэнди. Сегодня разберем по косточкам вот этого красавца, а именно покрасим каждую деталь отдельно, проведем попутно некоторое ТО. Особое внимание стоит уделить раме. Вот здесь вот видно, что она пострадала от кислоты, пролившейся из аккумулятора. Конечно же, покрасим бак, переднее крыло, крепления различные, обод фары и так далее. Так что будет довольно содержательная серия. Оставайтесь с нами. Приятного просмотра. Друзья, вот и все, что осталось от мотоцикла после разборки. Сюда я уже вбил обойму верхнего подшипника. Он будет конусный, такой же, как и снизу. Здесь у нас колеса, перевилки, мотор, другие запчасти. Вот сюда я уже отложил запчасти на покраску. Обод фары будет восстанавливаться, краситься в инокс. Все это в основном будет покрашено в черный цвет. Бак будем также красить. Но сначала обработаем. Красить будем в соответствии с нашей цветовой схемой. Вот тут вид справа есть, также есть вид слева. Вот. Тут у нас маятник, как видите, тоже нуждается в покраске. Вот. И еще 3 коробки с запчастями.
что получается. Вот. Верхнее покрытие вроде ничего. Эта краска вот такая, эпоксидная эмаль для сантехники. Решил попробовать, может быть даже лакировать не придется. Так, смотрим, что у нас снизу. Вот здесь вот у нас уже видно первый блин комом. Скотч поднял краску. Придется немного перекрасить. Но в целом получается неплохо. Еще нужно будет нанести надписи. Это чуть позже. Решил пока отложить бак и заняться рамой и маятником. Вот эти места планирую зачистить, обработать антиржавчиной, снова зачистить. Потом, возможно, обработать цинковым спреем и уже покрасить. Вытащил пружины из вилки. Одна пружина оказалась длиннее другой. Не знаю, нормально это или нет. Вот, также слил масло. Заводское масло не доходит даже до 300 мл с двух перьев, что меньше, чем по мануалу. Оказалось, по мануалу в каждом перье должно быть 174 мл. Вот, решил заливать вот такое масло 5В, чтобы вилка была помягче. Вот уже отмерил примерно 174 мл. Также при сборе вилки поставлю туда пыльники, которые почему-то не шли с завода. Купил вот такие вот обычные пыльнички. Вот, то плюс еще гофры будут. А вилка действительно стала мягче. Вскрыл мотор, на то было несколько причин. Одна из них замена корзины сцепления. У старой корзины вот здесь вот есть люфт между шестеренкой и самой корзиной. Из-за вот этих вот заклепок разболтавшихся. Также здесь выработка есть в пазах. Точно под замену. Новая уже стоит, не люфтит, все отлично. Также заменил диски сцепления фрикционные. Вот. А еще одна причина была то, что был погнут вал передач. Вот это уже старый. Как видите, я его отпилил, чтобы вытащить, и вот здесь подточил. Вот, там уже стоит новый сейчас. Также в процессе разборки потерял одну важную деталь, а именно шарик, который здесь располагается. Шарик между штоками выжима сцепления, а между вот этим штоком и самим штоком, который давит на эту пластину. Вот, пришлось купить оригинальный шарик, я так и не смог его найти. Вот, сейчас его туда засуну, вот сюда вот, и все соберу обратно. Вот, наконец-то открашены все детали. Вот так получился бак. Попытался сделать состаренные надписи. Вот, только что залил его лаком. Тут у нас также подсыхают боковые панельки. Вот, пока все это сохнет, начал собирать мотоцикл уже. В этот раз вверх ногами. Заменил слайдер цепи. Вот, теперь тут стоит свежий слайдер. Старый вот он. Он уже довольно-таки изношенный. Также вот здесь раньше были кронштейны подножек пассажира. Из-за того, что я их убрал, образовалось пространство, пришлось заполнить его вот такими втулками, которые я нарезал из уже ненужных втулок для колес. Оставались у меня старые.
Так вот все покрашено, все чистое, все смазано. Вот эти места забиты смазкой для подшипников. Теперь надо все это дело перевернуть и продолжать. Итак, друзья, вот и покрашены основные детали, проведена реставрация и ТО узлов. И самое главное, теперь мы имеем прототип, готовый к испытаниям. Что? Опять? Кое-что из рутинных процессов, конечно, осталось за кадром, но давайте обо всем по порядку. Круглую фару Йобрика я сохранил, она лишь была восстановлена и получила матовый металлик взамен хрома. Такие же цвета, как на боковых крышках. Вот. Про крепление фары я уже рассказывал, как вы помните в предыдущих видео. Также фара получила вот такой вот щиток, либо с eBay, либо с AliExpress, который подбирается по диаметру фары. Мне кажется, он отлично вписался в концепт. По управлению руль у нас теперь стоит индийский. К сожалению, руль Томаселли не подошел, он оказался слишком широким для меня. Тут вообще сборная солянка из разных китайских запчастей. Например, вот здесь вот тормозной бачок кастомный, вот эта вот машинка тормозная кастомная. Вот эта штука вообще, это я сам делал, это толкатель стоп-сигнала. А что, так можно было, что ли? Но самое главное, теперь мы имеем регулируемые рычаги. Вот, и у нас теперь есть защита рук. Спереди теперь красуется табличка Yamaha, которая изначально стояла на Йобрике. Но к траверсе Suzuki она крепится теперь вот такими светоотражателями. То есть они одновременно служат и крепежом. Крыло покрашено, вы все это видели. Вот здесь все установлено. Сам бак у нас теперь выглядит вот так. Справа красуется надпись Sandy, имя проекта. А с другой стороны дань Ямахи. Написано Scrambler Yamaha. Вот, также теперь на баке есть резиновые накладки, чтобы держаться было удобнее коленями за бак. И чтобы не царапать его. Сохранилось, конечно же, окошечко уровня топлива. Вот, снизу, это то, о чем я еще не рассказывал, теперь есть защита двигателя. Она была сделана из лопатки для пиццы, купленной в хозмаге. Замечательно, поразительно, гениально. Тут сделаны вот такие отверстия. Вот. И с другой стороны есть еще одна точка крепления к выхлопной трубе. Вот она. Кстати, сам выхлоп теперь имеет еще одну точку крепления к раме. Вот здесь вот есть такой кронштейн. Я уже не помню, с чего я его вытащил. Но теперь у нас 3 точки крепления. К двигателю, вот здесь к раме. И еще одно крепление к раме вот здесь. Да, это жестко. Боковые крышки выглядят вот так. Здесь тот же цвет, что и у фары. Сделана также имитация цировок. Вот здесь вот по краям. Сама рама и маятник были восстановлены, оцинкованы и открашены. Сейчас, конечно же, все это имеет более свежий вид, чем было. Вот эта крышка была изначально серебристой на Ямахе, я ее перекрасил в черный матовый и также вернул на место защиту цепи. В целом мотоцикл теперь выглядит вот так.
имеет законченный вид. Получился такой ретро-лук. Вот. По испытаниям, первому выезду, результатам этих испытаний, тестам, я думаю, что стоит снять отдельную серию. Так что увидимся.